Я Стрелков Виталий Анатольевич, 1971 года рождения, 1 декабря. Даю согласие на это интервью. Заключил контракт с Министерством обороны 10 октября 2024 года, так как нужно было отдать срочно деньги, и поэтому заключил договор. До этого занимался криптой и попал в такую ситуацию, когда криптовалюту просто украли. Деньги пришлось, надо было возвращать. И, подумав, решил заключить контракт, чтобы срочно отдать деньги. На улице Аганова, в городе Ростове-на-Дону, Аганова 19, есть пункт отбора на СВО. Там пообещали 1 600 000. Пристав пообещал, что будете сидеть где-нибудь в обороне, в резерве. Говорит, у тебя резервная рота, будешь сидеть в резерве. Я так понял, что будем сидеть где-нибудь в окопах, в обороне сидеть. — 25 числа командир роты задачу поставил, что нужно 2 группами пройти. Одна группа идет на заправку, другая группа идет на церковь. Командир сказал, находите место какое-нибудь там, копаете, хоть что-то как-то делаете и сидите, ждете, короче, команды. И также на церковь. Ему объяснили, что церковь уже давно разбитая там была, то есть там негде закрепиться. Он сказал, найдете что-нибудь, какую-нибудь яму там и сидите. Наша рота за 2 дня 11 человек потеряла. Просто отправляют, скажем так, на мясо, как говорят. Идите туда, закрепитесь, а ребята идут, а там закрепляться негде, и все. Птички их раскидывают там, и все. Уничтожают полностью. Слух такой ходил, что если станет меньше 20% личного состава, то приедут новые люди. А новые люди — это новые деньги там опять. Слишком много вранья. Защищенности нет никакой, согласованности нет никакой. Посоветовал бы людям, которые захотят заключить контракт с Министерством обороны, сначала 10 раз подумать перед этим. Включите мозги и найдите другой заработок. Более, скажем так, безопасный и достойный. В войне заработать невозможно. Ты или здоровье свое потеряешь, или кого-то убьешь, и тебе все равно судьба накажет. 99%. При таком командовании 99%. Я же говорю, у нас за 2 дня 11 погибших сразу. Просто отправляли там в один конец билет. Говорят, что мы вас прикроем там, а никакого прикрытия ничего нет вообще. Бросают, и даже 300-х никто не вытаскивает. Вообще. Да, там редкие случаи пытаются вытащить, но гибнут еще ребята. Вот карандаши, как они говорят, карандаши. Вот. Достали коробку карандашей новых, отправили. Достали новую коробку, еще отправили. Вот так. То есть ничего. Своим не считал себя. Думал, что все по-другому идет. Происходит все по-другому. Как сказали мне, что пристав объяснила, у тебя долги, и я сейчас напишу бумажку, твои долги закроются, то есть обнулятся. Прошло время, долги не обнулились. Она там написала, что вот выяснит постановление, там все такое, все обновится. Выходит постановление, кто заключил контракты
после 1 декабря. То есть не до 1, а после 1 декабря у того кредиты обнуляются. Получается, я и тут не попал. То есть мои кредиты как были, так они и будут. Выплаты 1 600 000 должны были выплатить, выплатили 1 400 000. То есть и здесь потерял деньги. Везде получается, что вранье. Но в конце концов все равно нас кинули на передок и сразу, скажем так, с увеличенной скоростью начали сливать. И все. То есть вот она правда, что нужно было слить людей по-быстрому. Трупы увидел. Трупы, которые уже давно лежат, которых собаки едят уже. Увидел по одной тропинке, там лежит уже человек 20, и никто их не вытягивает, потому что не могут вытащить. Да. Страшно, очень страшно. Даже мы слышали, что у нас еще оставались люди, процентов 30 еще оставалось людей, а там уже набирали вроде как новых людей, уже новый полк. Люди, которые сталкиваются, они видят это, они просто в ужасе. Да, они там говорят парням: да, куда вы едете, не езжайте, там это сам, посмотрите, кладбище все больше и больше. Подумайте 10 раз головой. Процентов 30 идет наркоманы. Процентов 20, по пьяни заключают контракты вообще. Они приходят на пункты отбора пьяные просто. Еще процентов 20, которым людям, им нечего терять. Просто им нечего терять. Вот так вот и создается вот это количество людей. Тюрьмы. Тюрьмы почистили. Там огромное количество осужденных, которые служат. Вот так. То есть Путин сказал, что я сделал 2 дела. Я и СВО веду, и почистил еще зоны, колонии. То есть избавился от этих людей. Да. Выполняет задачи я так понимаю, что выполняет задачи свою по очистке просто людей и все. То есть люди, которые, на его взгляд, несут, пользу не приносят, и их отправляют на СВО. Делают так, что и еще другие приезжают, то есть мотивируют деньгами. Еще другие приезжают, и так вот люди уничтожаются. Они были в шоке. Во-первых, они не знали, что я еду. Я сказал, что еду в командировку просто по работе. И когда узнали, они в шоке были. Когда я уже позвонил, сказал, что все, я уезжаю. Уже уехал. Сестра с мужем приезжала. Ты дебил. Да. Родные мои, я с вами полностью согласен, что на тот момент оказался дебилом и подписал контракт. Я думаю, что у большинства людей нет представления. Потому что информация подается именно та, которая нужна людям, чтобы создать общественное мнение. Гражданские местные люди, они говорят: зачем мы сюда пришли? Мы сами разберемся здесь. Это наша земля. По сути, это так. Это их земля. Они здесь жили. Пришли, скажем так, в чужой огород пришли.
скажем так, я увидел много несоответствия, много вранья. Собирайте информацию, думайте головой, больше информации собирайте. Потому что везде, куда ни кинься, тут везде несоответствие, везде вранье. Задумайтесь, иначе вы потеряете все, и своих родных и близких потеряете, и себя, и коллегами, то и смерть, и никакие деньги не понадобятся вам. Если вы кого-то убьете, это все потом вернется вам и вашим детям. Подумайте 10 раз головой, что вы делаете, как делаете.